по зимней концепции. Стекла треснутые, ну тоже все в плачевном состоянии. Кофе это назвать сложно. Приятно покупались с утра. Первые впечатления. Находимся мы здесь уже 12 часов. За это время между завтраком и обедом мы поспали. Сходили в столовую, что для такого отеля было удивительно. В столовой было больше ожидаемого. То есть я шел искать курицу, а в итоге была и баранина, была индейка, семга. Все очень вкусно приготовлено, даже дети у нас все покушали с удовольствием, что бывает нечасто. Сходили в сауну, да, взяли процедуру. Здесь работает на входе, я не могу назвать человека зазывалой, но он нас позвал, показал все, что здесь есть, показал сауну, хамам. Сходили, посмотрели. Сколько у нас получилось? Цены были 60, по-моему. $17. Если по курсу 600. я отдал. Это стандартная турецкая процедура. Посидел в сауне, помыли пеной, сделали массаж, чай, маска. Вот. Все, в общем-то, понравилось. За такие деньги точно надо сходить. Вот. Персонал приветливый, все хотят общаться. Надеюсь, что это искренне. Сейчас у нас 5 часов. Сегодня просто прекрасная погода. Мы ехали ночью на автобусе, очень сильный был ветер. Вот. А здесь сейчас, я не знаю точно, наверное, 17 градусов. Светит солнышко. Вот. Даже хочется сходить на море. Хотя дома у нас море рядом. Дети тоже вроде довольны. Да, кстати, очень много, где я искал информации по поводу бассейна в этом отеле. Были отзывы, что бассейн теплый. Могу подтвердить, сегодня 23 января. Температура в бассейне 26 градусов. 27 даже градусов. В детском 31. Само на территории бассейна, то есть это огороженное помещение. Комфортно, тепло. Вот, так что подогреваемый бассейн подогревается. Ну что, как ваше утро сегодняшнее? Какой день вы сегодня здесь находитесь? Ну и мы, конечно, тоже. Мы с вами сегодня находимся здесь уже 6-й день. Утро у нас сегодня началось с завтрака и посещения бассейна с сауной и хамамом. Да. Я сегодня на завтрак не ходила. Вчера ходила, потому что вчера ездили в город. А так я вообще не по завтраку. Расскажи, пожалуйста, что вы сегодня кушали на завтрак? Что вообще тут на завтрак бывает? Завтрак обычный. Что точно есть, чего точно нет? Устриц, лобстеров, омаров нет и не было. Жарят омлет. По желанию можно добавить начинку. Обязательно есть яйца обычные, да, вареное яйцо, глазунья, оладушки жарят. Опс. И могут быть сосиски в каком-то красном соусе, вчерашние овощи, может свежие овощи. Закусочный стол, в принципе, такой же, да, как и на обед, на завтрак и на ужин. Да, нет, там отдельно нарезка: сыр, колбаса, зелень, овощи, сладости какие-то, джемы, варенье. Еще есть горячее молоко. Супчик с утра есть. Есть суп суп, и есть горячее есть кипяченое суп, молоко. есть горячее молоко. Потому что у нас Дмитрий пенку оттуда выбирал. Есть хлопья, да. То есть сухой завтрак, кто привык, пожалуйста. Есть сладости, халва, печеньки, вафли. Понятное дело, чай, кофе. По поводу кофе, наверное, что-то с ним надо здесь делать. Кофе это назвать сложно.
То есть с этим здесь проблема, особенно кто кофеман, да даже и не кофеман. Я небольшой специалист в кофе, но напиток данный кофем сложно назвать, который здесь дают. Да, с утра мы сегодня сходили в бассейн. Народу в разное время мы уже туда ходили. Но если не считать вот большой группы детей, которые заезжала спортивная секция, ну не больше 10 человек в бассейне. Приятно, покупались с утра, хорошо, сходили, погрелись в сауну. В этом плане все хорошо, нормально. По поводу самого отеля, номеров, ну, может быть, есть номера получше и похуже, но нам, видимо, достался самый похуже. Да, когда принимаешь душ, то очень неприятно. Вода у тебя заливает весь пол ванны и также частично течет в коридор. Вот. А при наличии 2 детей, каждый помылся, соответственно, бассейн у вас образуется приличный. С этим, наверное, отелю надо что-то делать. Ну, все, стекла треснутые, номера, ну, все уже пожившее, все очень старое. Конечно, здесь, в этом плане, отелю надо меняться, ремонтироваться, иначе тут уже все, что называется, дышит на ладан. С 4 до 5 на баре вот, сладкий стол, или как называют они здесь, английский чай. Да, кстати, кофе тут, конечно, никакой. Но чай вот такой вот, если брать, ну, это единственное, что тут, в принципе, из безалкогольных напитков съедобное. То, что можно пить. Чай, обычный чай. Обычный чай, обычный турецкий чай. Хочешь, наливаешь больше заварки, хочешь, наливаешь меньше заварки, разбавляешь с водой. То есть можно и детям сделать. Для тех, кто любит чай со вкусом, есть пакетированные чаи разные вкуса. Тоже можно взять и сделать себе чай, например, с шалфеем или с гранатом. Да, есть с вишней. Кстати, вот этот отдел, где чай горячий, где кофе, это работает круглосуточно, не зависит от бара. Вода, чай, кофе круглые сутки, там же, где бар. Вот. Так Да, что, можно ночью спуститься, налить помимо чай. этого в номере также имеется чайник, кружки, чайный, чай в пакетах, кофе в пакетах, сахар, то есть и воду приносят, соответственно, чай можно и кофе пить всегда, или не идти на бар, можно сделать это в номере. Вот. Сотрудники отеля, ну не знаю, для нас, по крайней мере, пока очень приветливые люди. Да, мы приехали в отель в 6 утра, работник на ресепшене не стал нас мучить, ну, может быть, потому что мы с детками, но номер нам дали сразу, заселились мы, то есть в этом плане все хорошо. Анимации как таковой нет, один, как нам сказали, аниматор зимой работает, ну, 30 минут детскую дискотеку делают, детки, которые есть. Ну, может, не 30, может, 15. Ну, 3-5 песен детки Плюс, танцуют. 2 раза не было детской анимации Ну, вчера, потому что отель был заполнен больше, чем на 50%, приглашали танцовщиц. Вчера 2 девушки, да, танцевали. Как было заявлено, восточные танцы. Ну, 3 танца с проходом по залу. Вот. А так, возможно, нас заселили в 6 утра как раз потому, что наполняемость отеля меньше 50% и есть свободные номера. Для тех, кому актуально, ну, практически все работники понимают по-русски, говорят по-русски, кто-то больше, кто-то меньше. На ресепшене, ну, то есть в районе ресепшена, да, есть молодой человек, который прекрасно говорит на турецком и на русском языках, во всем может помочь. Насколько я знаю, здесь же в отеле можно поменять деньги, кому нужно. Вот. И на входе в отель имеется магазин, в общем-то, пляжная, сувенирная продукция вся есть. Я думаю, с собой даже в город не надо ехать, все можно будет купить. Ну, кстати, не так надо. дорого. Для тех, кому интересно, в шаговой доступности есть магазин Мигрос.
Если вдруг кому-то чего-то не хватает, что дают в отеле, можно добраться туда. Буквально 3 минуты ходьбы. Думаю, это никому не сложно. Вот. Вокруг отеля достопримечательностей в шаговой доступности нет. Море через дорогу по надземному переходу. Летом, может быть, есть подземный, но вот сейчас зимой надземный переход. Вот. Что из интересного? На море ничего нету, понтон разобран, все, бар не работает. Ну, это зимняя концепция, в общем-то, так и заявлено. Здесь у нас из развлечений в главном лобби бильярдный стол, правда, он без шаров. Нет, бильярд весь сломан, это просто стол. Он ни к чему не пригоден, для игры он не пригоден. И есть стол для настольного тенниса, есть 4 ракетки и шарики. Ну, тоже все в плачевном состоянии, конечно, если бы это все... Но есть, оно бесплатно. Подремонтировать, да. Есть в районе лобби, где сидит диджей, там есть маленький уголок, там стоит стол. Днем туда выкладывают карандаши, какие-то книжки, есть какие-то игрушки. Ну, день-два, возможно, ребенку будет там... Но они так это и называют, мини-клуб для самых маленьких. Поковыряться интересно. Кубики, разукрашки и так далее, карандашики. То есть они это убирают, по-моему, в 4 часа, да? Угу. Вот и сейчас, как раз вот сейчас начался чайный вот этот перерыв со сладостями. И вот как раз сейчас уже я вижу, что там все пусто. Вот. Ну, отель, как нам сказали, заполнен. Вчера вот было гостей много, но вот сейчас днем, например, в лобби абсолютно никого нету. Так, в общем-то, не чувствуется того, что много народу в отеле. Не? Да, по-моему, вчера возможно, только единственный вечер был, когда да, сильно чувствовалось много народу. Возможно, вчера была как раз суббота, может, это было как-то связано с этим, что были люди, приезжают, может быть, приезжают на выходные. Ну да, в пятницу был заезд, когда приехали. Да. И турецкие жители, и, по-моему, иранцы. Угу. Возможно, сегодня они уедут. Сегодня да, воскресенье. Посмотрим сегодня, да. Вот. А так, основное, конечно, население отеля русскоязычные граждане, хотя турецкие граждане тоже есть. По температуре воздуха в помещении днем вот в этом основном зале отдыха, как правило, прохладно, все открывается, все проветривается для того, чтобы микробы не скапливались. Вечером все закрывается, включаются отопительные приборы. Очень хорошо дует, очень тепло. Да, и в номере также, в номерах температура комфортная, но при этом имеется еще и кондиционер. У нас дети, мы где-то, наверное, с середины ночи, часа на 2 включаем кондиционер, дополнительно греем, но это чисто вот наша хотелка. Вполне комфортно, я думаю, без кондиционера. Завтрак с 8 до 10. Мы через день на завтрак ходим. Ну, когда дети у нас просыпаются, мы бы, наверное, не ходили совсем. Дети просыпаются, хотят есть, но ничего не едят. Интересен процесс сам. Они хотят присутствовать в столовой с утра. Ну да. Нет, да. Дима еще любит у нас молоко с хлопьями, поэтому он рвется именно на завтрак. Ну, Максим делает тосты. Кстати, да, есть возможность, есть машина. Тостеродел, назовем ее так. Хлебушек, сыр, колбаска. Можно сделать тосты, кто любит. Вот. Ну, по питанию вообще все прекрасно. Повара просто молодцы. Это, наверное, это самый, помимо вот этого бассейна, да, то есть для нас было плюсом большим. Мы вообще везде высматривали, да, мы везде высматривали и пытались видеоролики найти, и пытались отзывы найти. Отзывы на Top Hotels, например, совершенно разные. Кто-то говорит: ужас, ужас, не езжайте в этот отель, там есть нечего, там все плохо. Кто-то, наоборот, говорит: ой, еда вообще хорошая. Где бы мы ни были, в результате мы ехали с ужасным страхом нарваться на то, что мало того, что ушатанный отель, еще и нам, оказывается, не будет что кушать, и еще и будет холодный бассейн, и мы бы уехали отсюда совершенно разочарованные. По факту, в первый же день, когда мы пришли в столовую,
были в неком шоке, да? Нет, мы были приятно удивлены. Нет, сначала мы были в шоке, когда увидели 6 мисок под горячим блюдом. Мы такие, что больше нечего есть? Обычно же в столовых ходишь просто с этой тарелкой, как по галерее Третьяковской. А это подходим, стоят 2 повара и 6 мисок. И мы такие, что, это все? В результате? Да, в результате было в 6 мисках было 3 гарнира. То есть была картошка, макароны, которые едят дети, и были овощи. Также была говядина тушеная, курочка. Я не помню, сейчас были шашлычки, по-моему, куриные были. Да, были шашлычки, и была говядина такая прям на кости, крупные куски, и мы, Вот. чему были несказанно рады. Баранина на кости. Баранина, да. Говядина тушеная была. Да, еще также вот обязательно присутствует что-то с фаршем. Еще рыба обязательно. Она бывает разная. Была скумбрия на гриле, были стейки сёмги и... Ну, сегодня был, вчера точнее был, нет, да, сегодня был на обед, сибас по-русски, да, леврек турецкий. И позавчера, по-моему, была дорада. Тоже жарят целиком, причем, что приятно, жарят... не сушат рыбу, то есть рыба... То есть вот за сколько дней мы тут 4 дня, и 4 дня разные виды рыбы. И причем меняется она не просто там на ужин, то есть на обед всегда, например, либо сёмга, на ужин что-то другое. Ну, да, Мясо присутствует всегда, баран, именно такой большой кусковой, всегда через день. Баранина, баран кусковой. Кузу, так больше нравится. Кусковой баран, это... Ну, в общем-то, еще готовят вообще не по-турецки. Вот вообще ни разу не по-турецки. Готовят именно для нас по нашему вкусу. Потому что я не удивлюсь, если, например, турки, приехавшие, скажут, что было невкусно. Вот не удивлюсь ни разу, потому что принципиально у турков другой вкус. Они любят маленькие кусочки, они любят все высушенное, они любят, чтобы это еще чуть-чуть подгорело. Это будет чок-гюзель. Мы любим все вываренное, мягкое, чуть-чуть с жировыми прожилками. И тут вот прям на наш вкус готовят. Да. Даже рыбу, стейки умудряются как-то так жарить, что они непонятно то ли жареные, то ли запеченные, но они достаточно, даже не только достаточно, а они прям мягкие, да? Они прям мягкие, жирные, наршарабом поливаются и вообще идеально. По питанию вообще все здорово. Несмотря на, казалось бы, может кто-то скажет, скудный выбор еды, на самом деле всего более чем достаточно. Вот. Салатики, зелень, это традиционно в Турции, да, всегда все есть. Какие-то мезешки, закуски. Вот. Но основные блюда очень вкусные. Да, витрина маленькая, с теми же закусками, например, но по факту присутствует все. И огурцы, и помидоры, и вся зелень, и рукола, и мята. То есть есть все. Фруктов не сильно много, но сейчас не сезон, просто это нам мы так попали. Интересный момент, да, отель не полный, но свободные места есть всегда. Столы убираются очень быстро. Персонал приветливый. Еще интересный момент. Садишься за стол, подходит официант, и дабы ты не бегал за стаканами, просит, что ты будешь пить. Так как бар один работает сейчас только в лобби. Напитки приносит официант, и очень это помогает. Особенно когда со всех сторон кричат: папа, давай фанту, я буду коктейль, а папа хочет пиво. Официант все это выполняет. Ну да, мы когда зашли в ресторан, я еще посмотрела, бара нет в ресторане. Пошла в лобби брать пиво, мне тут же молодой человек сказал: не нужно никуда ходить, вы скажите официанту, и он вам все принесет. И я была чему несказанно рада. В отеле нету айрана, для кого-то может быть тоже информация пригодится. Привыкли, потому что в турецких отелях айран есть практически везде, где-то разливной, где-то пакетированный. Есть турецкий кофе, но он платный. Турецкий кофе 50 лир. Достаточно дорого, да. Маленькая чашечка. Они делают всегда в очень крошечных чашечках этот кофе, но стоит 50 лир. Традиционный, да. Также там на баре можно сделать свежевыжатый сок, он, по-моему, тоже примерно так же стоит. Сок платный, цену я не знаю, сейчас спросим. Но там выбор невелик. Там, по-моему, 2 евро там или 5 евро написано. Апельсины и яблочко. Соответственно, будет сок апельсиновый или яблочный.
По алкогольным напиткам. Алкоголь в маленьких бутылочках. Тоже первый раз такое вижу. Это 50-миллилитровые бутылочки, которые при тебе открывают, наливают. Коктейли, как таковых коктейлей нету. Ну да, можно, конечно, сказать бармену, что с чем помешать, что положить. Если это в наличии у него есть, он это сделает. Вот. Из напитков представлены раки, вино белое, красное, пиво, джин, виски, водка, наверное, есть, но традиционные вот эти разведенные сухие юпи, так называемые, которые дети называют соком. Пакетированных соков нету. Что еще? Да, стоят всевозможные сиропы. Вот. Да, деткам делают разноцветные коктейли, но надо понимать, что это просто такие химические порошковые напитки. Вот есть Бейлис. Бейлис. Из бутылки. Бутылированный Бейлис наливают. Сказал, да? Сложно было бы Бейлис наливать из целлофанового пакета. Может быть, они вообще делают Бейлис как-то деревенским путем, методом смешивания кофе, молока и алкоголя. Алкоголь. Для тех, кто ночью любит покушать, покушать там сложно сказать, но с 0 до 2 часов в основной столовой есть ночной суп. Вот. Ходили, смотрели, пробовать не пробовали, но обычный суп, собственно, кроме супа там, по-моему, даже ничего больше совсем нет. Вот. Но если уж сильно захочется, можно поесть суп ночью. Для тех, кто, может быть, на экскурсию уедет, это будет актуально. По поводу работы столовой. Мы приходили на завтрак без 15:10 и спокойно кушали, то есть нету такого, что, условно говоря, в 10 часов вокруг вас начинают ходить официанты, выдергивать скатерть, загребать тарелки. Нет, спокойно кушаешь, что-то не хватило, встал, взял. В этом плане вопросов нету. Вот. Да, и ничего не разрешают выносить. Для тех, кто любит набрать и пойти в номер, это есть. Здесь запрещено. То есть, пожалуйста, вы можете 15 раз покушать в столовой, подойти взять, но из столовой выносить не разрешают. Даже, казалось бы, рядом со столовой находится лобби, вот, но и сюда не дают ни фрукты, ничего принести. Вот, поэтому тут такие правила. Тут я заметила, если очень хочется уж выпить под закуску, тут некоторые мужчины, там есть прям со столовой дверь, выход на улицу. То есть если вы, если вы среди зимы готовы мерзнуть на улице, вы можете, в принципе, вытащить себе закуску и фрукты и сидеть, закусывать этим всем на улице, но никак не в лобби. Сейчас надо детей сюда отправить, чтобы они успели покушать тортика. Туалет. Туалет тут один. Тут и отель очень маленький, и лобби-бар. Странно, у нас в номере есть туалет еще. Так что он не один. В общем, можно было бы подумать, что один туалет на половину заполненный отель, это будет что-то ужасное. По факту, вчера вечером, сколько бы я раз туда не заходила, 3 кабинки, очереди нету никакой, и вообще людей нету. Да, не всегда чисто, но потому что людей много и не совсем чистоплотный наш турист. Но туалетную бумагу приносит сразу. Сама лично подходила на ресепшн, говорила, что закончилось. Они тут же все убрали, поменяли. Как бы все нормально, освежитель воздуха есть, раковины чистые, мыло есть всегда. Все замечательно. Даже пытаются там какие-то украшения поставить на столешнице. Как могут. То есть они прекрасно понимают, в каком состоянии в убитом их отель. Они украшают какими-то мелочами, как могут, своими силами. По поводу как раз мыла. Да, в отеле есть только шампунь, гель, мыло, все 3 в одном, налитое в тюбике. Я про номер.
То есть один набор такой висит в душевой кабине, другой около раковины. Дополнительно ничего нету, шапочек нету, мыла какого-то другого нету. Есть, правда, в номере тапочки. То есть, Если тапочек не хватает, вы всегда можете у уборщицы спросить дополнительную Да. пару. ну, либо если вы привыкли каждый день менять, я думаю, вам даже в этом не откажут, с этим вопросов нет. У нас, собственно, было так же. Мы приехали, у нас 2 пары лежали уже в ванной. Мгм. Дети сбегали, попросили уборщицу еще взять 2 пары. И 2 маленьких ребенка в больших тапках без проблем ходят. Ну, зато То же самое чисто. касается полотенец и постели. То есть у нас 4, номер подготовлен на 3. Да, есть диван дополнительный. Вот, соответственно, подошли уборщицы, без всяких проблем нам принесли все, что нам нужно. Одеялки, подушки, простынь, застелили постель. Все в этом плане нормально. Да, все не новое. Понятно. Ну, одеяло единственное более-менее нормальное. Они хоть теплые и, ну, я бы не сказала, что они какие-то там дранные или протертые. Подушки — это реально как будто ты спишь на мешке с грецкими орехами. Забитые, внутри, видимо, совсем старый забитый синтепон, и это все забивается, то есть синтепон скатывается, и его продолжают этим синтепоном старым забивать, и они уже становятся тяжелыми, неприподъемными, но об этом я расскажу в отдельном ролике, когда буду показывать номер. Шкаф для вещей в номере, шкаф большой. Вешалок у нас, по крайней мере, много. Номер 1322. Наш номер на 3-м этаже. Вот, с видом, ну, при желании можно сказать, что он с видом на море, если смотреть с балконом Это в просто бок. боковой вид на Вот, море. А так это прямой вид на соседний отель и на непонятные технические помещения соседнего отеля. Вот. Ну, так как мы не страдаем, там нам вид на море не принципиален, поэтому никогда этим не занимаемся, подыскиванием вида. Значит, на балконе есть 4, как это назвать, планки, на которых можно посушить полотенце. Сушилка для белья, Вот. да. 4 длинных планки. Ну, длинных, не длинных. Этого мало, конечно. Ну, Но в любом случае они висят высоко, и надо брать с собой прищепки для того, чтобы Да, ничто не летало, будет особенно ветер. если вы зимой. это, здесь. скорее всего, может улететь. Вот. На балконе стол, 2 стула. Ну, наверное, Мгм. про номер Пепельницы нет. Мы так сделали вывод, что курить нельзя в номерах. Ну, На балконе. нигде не возможно. написано, что запрещено, поэтому утверждать, возможно, просто надо спросить пепельницу. Вот это для тех, кто курит. Ну, про номер, наверное, все. Видео еще будет отдельно номер. Есть холодильник. Он Мини-бар. пустой. Он никак не пополняется. Приносит большую бутылированную воду, да? Да, В холодильник воду- не приносит ничего. Воду приносит Вы, каждый день. если вы куда-то там едете в город, вы изначально будьте готовы к тому, что вам придется маленькую водичку покупать в городе, либо иметь с собой маленькие бутылочки, чтобы наполнять их водичкой. Здесь есть возможность. Здесь есть вода в ресторане в таких В маленьких стаканах, стаканчиках, да. Но это не Ну, совсем удобно, если есть маленькие детки. На выходе из отеля прям есть магазин, в котором можно купить. Мгм. Кстати, там же продается молоко. Вот. Обычное коровье молоко в литровых коробках. По поводу езды в город. На чем ехать, сколько стоит на сегодняшний день? Езды в город. По главной дороге Д400 остановка, как вы ходите справа от отеля, ну я не знаю, может метров 10. Автобус номер 1, он едет через всю Аланию. Оплата, значит, если у вас есть карта, я так понимаю, ну, наверное, автобусная карта аланийская, по карте будет 15 лир стоить проезд. Мы платили лирами, проезд стоит 17 лир, и я так понимаю, что можно оплатить и банковской картой, вот, ну, турецкой, скорее всего, либо иностранного банка. Проезд тоже будет стоить 17 лир. Мы вчера ехали от отеля до автовокзала Алании. У нас по времени заняло порядка 45 минут. Вот. До Ну, центра будет ближе, до ну, ближайшего базара, соответственно, да, еще ближе. Да, до базара это вообще, наверное, минут 15 езды. Мгм. Вчера Автобус был едет базар в быстро. Махмутларе.
по-моему. Вечером потому он будет ехать медленнее, нам объяснил водитель, а днем вообще быстро сказал, мы водить. спросили, сколько будет вечером ехать до автовокзала. Он сказал, возможно, час, потому что, возможно, наличие пробок. Вот. Ну, так обычный городской автобус, ничего сверхъестественного, и уж не такое все страшное. Так, ну дальше. 17 лир это в рублях И наоборот. 50 рублей. 50 рублей. То есть 50 рублей проезд, да. стоит проезд. Мгм. Либо полдоллара. Еще понятное дело, что менять доллары или рубли, наверное, тут никто не поменяет, но менять доллары и евро, наверное, в отеле будет не актуально, не рентабельно. Нет. Лучше это сделать где-то Ну, в более... опять, для тех, кому нужна небольшая сумма, нету смысла, конечно, ехать в город. Проще здесь поменять, здесь есть возможность в отеле поменять деньги. Но если вы все равно собираетесь ехать в город, например, на какую-то прогулку, то, конечно, лучше разменять в городе. Плюс в городе есть порт, где вы сможете покататься на яхтах. И в отеле, я думаю, что предлагают совсем по другой цене данные мероприятия. Ну, как всегда, и, конечно. Просто кому-то, если не полениться, все можно найти самостоятельно. Ну, а кто хочет полностью релаксировать, то, конечно, здесь в отеле ребята предлагают, и нам сегодня предлагали. То есть это не турагентство даже, это сами работники отеля организуют поездку. Вот. Поэтому вариантов много, каждый себе выберет и найдет, что хочет. Да по отелю-то, собственно, наверное, все. Ну, по крайней мере, по зимней концепции. Что здесь летом, конечно, летом добавится бассейн и добавится количество людей, пляж. Возможно, ну, Ну, будут там сложности. будет работать соседний отель, который тот же First Class отель, ну, по-моему, 4 он звезды. Там у них есть какая-то диско-зона. Нет, дискотека и сейчас работает. Ну, нет, я имею в виду дневная. Вернее, вечерняя, уличная, вот так будет Ну, правильно. анимация там, скорее всего, проходит. Вчера мы тут узнали, что есть дискотека какая-то и в зимней концепции, но по факту вчера ее не было, насколько мы знаем, потому что туда ходили ребята с нашего отеля, вернулись, сказали, что не было. Есть она или нет, мы не в курсе, мы туда не ходили, но мы попробуем проверить сегодня вечером. Может быть, и вправду есть. Я думаю, что это будет чисто от наполняемости зависеть. Хотя вчера была суббота. Мгм. Вчера больше было шансов. Вот сегодня воскресенье. Бассейн, кстати, уличный, не работает, он слитый. Даже если вы отъявленный морж и хотите с утра искупнуться и проплыть в прохладной воде, либо вы спортсмен, либо вы с похмелья, но у вас это сделать не получится. Нырнуть, конечно, получится, а вот поплавать не получится. Все у вас получится. Вам просто надо пройти 100 метров до моря и там нырнуть. На этом сейчас будем заканчивать. Да? Пойдем деток звать на сладкое. Вот. Ну, какие-то будут вопросы. По каждому пункту мы постараемся отдельные ролики сделать, чтобы было более понятно. Вот. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Вопросы в комментариях. Мы да. ответим. Если уж прям сильно какие-то вопросы, которые вы не хотите писать открыто, ну, я всегда могу поделиться номером WhatsApp и там ответить на все вопросы. И все передадим. Ну, на этом пока все. Все, всем пока-пока.